Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про художника, который любил жизнь, женщин и достиг мастерства в изображении обнаженной натуры. Андерс Леонард Цорн. Годы жизни 1860-1920, художник из Швеции, ставший известным далеко за пределами своей страны, в том числе и в России. Его имя стало своеобразным показателем качества живописи, нетривиального подхода к ней. Потому русским Цорном именовали Серова, Коровина и других художников. Картины Цорна нравились и импрессионистам, и реалистам. Он сочетал размашистую манеру письма, крупный мазок, заостренность на отображении света, воздуха и воды, характерные для импрессионистов, и глубокое проникновение во внутренний мир моделей на своих портретах, которое ближе к лучшим традициям реализма. Потому Цорн считался одним из лучших художников своего времени, примером для подражания. А еще он отличался своеобразным характером и страстным желанием жить на полную катушку, ни в чем не зная меры, возможно, потому и был так популярен в России, что имел русскую душу. Если начинал плясать, то плясал до упаду, пил, пока не выпивал все и не валился с ног, но и работал на совесть, со страстью и желанием, не щадя ни себя, ни моделей, портрет которых он писал. Много зарабатывал, но много и тратил, благо при его образе жизни всегда было на что. Экономия, расчетливость и бережливость – это не про Цорна. Впрочем, ему это и не требовалось. Работа Цорну давалась легко и непринужденно, примерно как замечательному художнику Михаилу Врубелю. Правда, характером Цорн больше напоминал Коровина, умел сходиться и находить общий язык с самыми разными людьми, независимо от их возраста и социального положения. Особенно легко завязывал отношения с симпатичными дамами и девушками. Тем импонировала его манера общения, а может, они просто чувствовали его неимоверную жажду жизни и любви, потому обычно всегда отвечали взаимностью, не особенно задумываясь о последствиях. Цорн – это Казанова в живописи. Хотя, в отличие от Густава Климта, его страсть к женщинам не была болезненной, да и услугами проституток он не пользовался. Андерс родился в шведской глуши, работал на ферме, принадлежащей родителям его мамы. Отца, местного пивовара, Андерс практически не видел. Тот официально так и не женился. Учился Андерс плохо, зато проявлял страсть к вырезанию по дереву. Потому мать рассчитывала, что он будет этим ремеслом зарабатывать себе на жизнь. В 15 лет Андерс стал учиться в школе при Академии изящных искусств, потом в самой Академии. Лишних денег не было, потому приходилось работать на заказ. Так он познакомился с девушкой из обеспеченной еврейской семьи Эммой Лам. Она заказала ему свой портрет в 1881 году. Вспыхнула любовь. Андерс в молодости всегда имел успех у девушек, и молодые решили обручиться. Однако никому о своих планах так и не сказали, слишком уж в разных социальных положениях они находились. Однако вскоре Цорн становится известным как незаурядный художник. Вначале в Стокгольме, потом в Лондоне, Париже и в Москве. Его работы были очень востребованы. Все аристократы, преуспевающие буржуа, светские львицы и монахи хотели, чтобы их портрет написал Цорн. В итоге Цорн зарабатывал по $15 000 в неделю. Огромные деньги. Многие такую сумму не могли скопить за всю жизнь. Цорн был человеком самолюбивым и с сильными мира сего разговаривал на равных. Велел королю Швеции Оскару II снять орден с мундира, поскольку, по заверению Цорна, за побрякушками не видно характера. А на слова Саввы Мамонтова, что хорошо бы написать пуговицы на его халате, ответил: «Я живописец, а не портняшка». А еще Цорн обожал писать обнаженных женщин. Его ню – это воплощение чувственности и сладострастия. И только человек, неистовый в любви, может так достоверно отобразить их.
Брак Цорна на публике казался крепким, однако поговаривали, что в окрестностях всех мест, где селился художник, у хорошеньких девушек и дам рождалось немало незаконно рожденных младенцев, и их обычно называли Андерсом. Эмма Цорн с этим смирилась и не устраивала скандалы. Быть женой преуспевающего художника куда лучше, нежели разведенной, потому и на шалости Цорна закрывала глаза. Умер Цорн в возрасте 60 лет, написав множество картин и до конца жизни оставаясь верным своим корням. В душе он был обычным деревенским мужиком, которому просто повезло стать знаменитым художником. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.